Глава 81. Цзятиньлун. На этот момент Золотой Волк Цзятиньлун был самодовольным. Из-за волнения его обычно бледное и мрачное лицо было залито легким румянцем. Неудивительно, что он имел такое выражение. Ведь секта Семи Тайн была главным врагом банды Одичавшего Волка. По его сложной схеме, все те, кто были еще живы, падут перед ним. Как командир банды Одичавшего Волка, он имел право быть высокомерным. Он стоял на полпути между основанием горы и места встречи Солнца. Как оказалось, около 50 или 60 членов банды Одичавшего Волка в красных одеждах находились на сторожевом посте на границе с сектой Семи Тайн. Цзятиньлун выполнил значительный объем кропотливой работы, тщательно собирая свою армию. Они были не только очень способны в боевых искусствах, но также были преданы Цзятиньлун. Он всегда считал эту армию ценнейшим достоянием и, как правило, не использовал ее в обычных боях. Однако, в этот момент он вывел всю армию с собой, чтобы полностью запугать мелкие и средние банды, которые начинали мутить воду. Начальники ассоциации метателей копья и секты разрушенной воды, которые планировали восстание, вынуждены были покорно выслушивать его приказы. Ведь мелкие банды не желали оставлять банду Одичавшего Волка в одиночестве. Они все надеялись, что две великие державы окажутся в эпицентре борьбы, создавая микротрещины, в которых мелкие банды смогут существовать. Цзятиньлун не имел решающего влияния. Если бы не тот факт, что Цзятиньлун похитил детей руководителей банды, а также пообещал небольшим бандам прибыль за помощь банде Одичавшего Волка в этом деле, все было бы совсем по-другому. При этой мысли Цзятиньлун невольно повернул голову назад, чтобы взглянуть на некоторых руководителей банды, которые стояли рядом. Все присутствующие были понурыми. Заметив на себе взор Цзятиньлун, они либо ответно взглянули на него, либо старались не смотреть ему в лицо. Оценивая эту ситуацию, Цзятиньлун холодно рассмеялся в душе. Вернув свое внимание к основным вещам, он начал думать о плане применения всех этих мелких банд после того, как он разберется с сектой Семи Тайн. Перед Цзятиньлун было около 1000 присутствующих мужчин, одетых в разнообразные одежды и держащих различное оружие. Они атаковали секту Семи Тайн, словно рой пчел. Поскольку не было никаких образований, из-за нежелания сотрудничества этих людей было много жертв. Однако Цзятиньлун не волновался, потому что люди, которые в данный момент участвовали в нападении, не были из его банды Одичавшего Волка. Это были люди, принадлежавшие к ассоциации метателей копья и секты разрушенной воды. В первую очередь, он не возлагал никаких надежд на их способность захватить участок места встречи Солнца. Он хотел только, чтобы они потратили свою энергию на устранение часовых, и его элитные войска могли бы легко перестрелять оставшихся часовых из арбалетов. Думая о тех скорострельных арбалетах военного типа, на спокойном лице Цзятиньлун появился след восторга. В этот раз банда Одичавшего Волка легко одержала победу преимущественно посредством машины для убийства, которая использовалась бандой. В противном случае невозможно было бы уничтожить войско противника. Даже если бы десяток караульных постов с места встречи Солнца были взяты, войска банды Одичавшего Волка понесли бы большие потери, что сделало бы невозможным в будущем аннексировать мелкие банды. Цзятиньлун не потратил нисколько усилий на получение арбалетов военного типа, а они появились в его доме из ниоткуда. Каждый раз, когда Цзятиньлун вспоминал об этом, он тут же чувствовал облегчение. Это произошло 3 месяца назад, когда он находился в своем штабе, планируя нападение на секту Семи Тайн. Там был офицер, претендующий на звание его родственника, который хотел его видеть. Цзятиньлун был немного удивлен и познакомился с этим человеком. Оказалось, что человек действительно был его старшим родственником со стороны отца. По-видимому, около 10 лет назад, когда банда Одичавшего Волка была еще группой конных бандитов, часть банды была заказана имперской провинцией Цин на службу в армию в обмен на амнистию. Этот двоюродный брат находился среди этой группы мужчин. Шли годы, и его кузен неожиданно получил должность заместителя генерала в армии.
Кстати, когда его двоюродный брат был на пути перевоза некоторых товаров через провинцию Цзин, он слышал от Цзя Тиньлун, командире банды одичавшего волка. Он, естественно, должен был прийти и навестить своего двоюродного брата. Когда два человека встретились, они обменялись какими-то печальными приветствиями. Тогда они оба говорили о своем опыте. Когда Цзя Тиньлун упомянул недавние стычки с сектой Семи Тайн, его двоюродный брат небрежно провозгласил, что их сопротивление быстро спадет, и если он предоставит Цзя Тиньлун 100 скорострельных арбалетов хорошего качества, Цзя Тиньлун смог бы убить всю секту Семи Тайн. Хотя его двоюродный брат, возможно, упомянул об этом вскользь, Цзя Тиньлун слушал с намерением, и его сердце екнуло. Он пытался спросить двоюродного брата, можно ли дать ему 100 арбалетов. Его кузен слегка рассмеялся и честно сказал Цзя Тиньлун, что в этот момент он перевозил именно эти скорострельные арбалеты. Это не означает то, что он не мог дать Цзя Тиньлун, скорее то, что он не мог отдать слишком много. Он только что подкупил государственных чиновников этим товаром за несколько лянов серебра. Цзя Тиньлун радовался, что его кузен поймал 2 зайцев сразу, отдав 300 скорострельных арбалетов своему родственнику. Цзя Тиньлун верил, что они будут правильно использованы в результате недавней серии побед. Их оборона была прорвана. Это нарушение. Множество звуков отвлекло Цзя Тиньлун от его мыслей. Он был немного в шоке и поспешно поднял голову, чтобы взглянуть на вершину горы, только чтобы увидеть, что караульные посты секты Семи Тайн действительно были взяты и были битком забиты людьми из небольших банд. Цзя Тиньлун нахмурил брови, когда он почувствовал, что что-то было немного странным. В зависимости от силы обороняющихся стражников, было бы разумно предположить, что последний пост займет больше времени на взятие. Как его удалось взять мелким бандам? Возможно, в игре был какой-то другой заговор, на его лице появилось мрачное выражение. Любой, кто был знаком с командиром, Цзя Тиньлун знал, что это был знак, что он был недоволен. Если бы кто-то спровоцировал его в этот момент, то этот человек был бы уже мертв. «Если посты взяты, почему мы не едем?» Раздался голос. В этом предложении не было никакого намека на уважение к командующему Цзя Тиньлун. Командир Цзя Тиньлун был очень зол, но вместо этого он обернулся и почтительно сказал: «Мастер Чжан, я чувствую, что здесь что-то нечисто. Боюсь, там может быть ловушка. Лучше быть немного осторожнее». «Чего ты боишься? Как эти простые люди смогут вам навредить? Пойдем, пойдем. Я здесь почти всю ночь, я очень устал. Чем быстрее мы избавимся этих ублюдков из секты Семи Тайн, тем быстрее я смогу отдохнуть». Этот голос звучал стро, но он звучал архаично, что очень раздражало. Глава 82. Монах Золотой Свет. Человек, который говорил, был карликом ростом 3 фута, стоящим рядом с Цзя Тиньлун. Карлик был 40 лет и имел тонкий корпус, который был покрыт красной мантией, обшитой золотом. На пальце и на шее, соответственно, были золотое кольцо и чрезвычайно толстая золотая цепь. Вокруг его талии с его пояса свисали несколько золотых колокольчиков. Даже его золотые зубы отражали золотой свет, когда он открыл рот. Это был взгляд, который только богатые могут себе позволить. В этот момент он был полон нетерпением, очевидно, он был крайне недоволен осторожностью Цзя Тиньлун. Замаскированный под богатого купца из деревни, карлик посмел проявить такое неуважение к Цзя Тиньлун. Это вызвало ярость у верных железных охранников, стоящих рядом, они глядели на гнома с особым тлеющим гневом в глазах. Этот карлик явно видел ярость в глазах охранников Цзя Тиньлун из Железной гвардии, и он холодно рассмеялся на глазах у всех. Он даже нагло заявил: «Командир Цзя, ты потратил 3000 лянов золота, чтобы пригласить меня. Конечно, деньги ты потратил не для того, чтобы зря пассивно пялиться всю ночь, верно? Скажите прямо, с кем я должен разобраться? Не с главарем же секты Семи Тайн секты. Такого слабого человека ты можешь запросто убрать самостоятельно. И все же зачем тебе нужно было тратить деньги и нанимать меня для помощи?
всего лишь лидер секты Семи Тайн действительно не заслуживает внимания бессмертного учителя. Причина, почему я пригласил бессмертного учителя, в том, что лидер секты из Семи Тайн окружен еще 3 высшими бойцами. Эти 3 человека были объявлены мертвыми, но на самом деле они скрыто держат путь к месту встречи Солнца. Я боюсь, что текущие базы культивации уже прорвались к области преобразования. Против этих боевых людей у обычных экспертов не будет шансов. Это 3 сильнейших столпа секты Семи Тайн. Таким образом, у меня нет выбора, кроме того, как смиренно молить бессмертного учителя о борьбе с ними. Речь Цзя Тиньлуня прозвучала очень пафосно, без намека на злость в голосе. Цзя Тиньлун случайно встретил карлика в красных мантиях в храме даосских монахов недалеко от границы диких земель. Самопровозглашенный монах Золотой Свет — это эксперт в области восточных единоборств с огромной магической силой. Он продемонстрировал приемы для борьбы с летающими мечами и управления неуязвимым стальным телом. После того, как Цзя Тиньлун лично стал свидетелем этого, он был глубоко заинтересован. Когда он понял, что карлик, скорее всего, прошел легендарный путь бессмертных, он решил наладить с ним отношения. Узнав, что у карлика была крайняя одержимость золотом, Цзя Тиньлун сразу подарил огромное количество золота для гнома. Этим он наконец-то растопил сердце гнома, получив обещание, что карлик когда-нибудь сможет помочь ему с его проблемами. Таким образом, Цзя Тиньлун действовал кротко и смиренно, никто не решался проявить ни малейшего неуважения к карлику. Он точно осознавал, этот монах Золотой Свет был кем-то, с кем банда одичавшего волка была не в силах бороться. После того, как монах Золотой Свет услышал его просьбу, он сумасшедше рассмеялся. Когда его смех утих, он надменно воскликнул: «Всего лишь смертные. Оставьте их мне». Какими бы ни были их основы культивации, неважно, насколько сильны их боевые искусства, они определенно не сравнятся с моей техникой летающего меча. Ты можешь просто расслабиться. Тогда никаких проблем, бессмертный учитель. Награды, которые я обещал, непременно будут доставлены, и более того, я решил, что после того, как вопрос будет решен, награда будет увеличена на 2000 лянов золота. Цзя Тиньлун обрадовался, так как он увеличил награду без колебаний. Ведь он знал, что его помощник был уж никак не любезный. Будет лучше, если он просто будет использовать золото вместо слов. После того, как монах Золотой Свет это услышал, улыбка вспыхнула на его лице. Он кивнул головой в знак удовлетворения, очевидно, счастливый от повышения награды. После получения гарантии от такой мощной фигуры, как монах Золотой Свет, Цзя Тиньлун не был больше осторожным и скомандовал войскам банды одичавшего волка направляться к вершине места встречи Солнца и готовиться к атаке главного управления секты Семи Тайн, 7-го высшего дивизиона. Так как там было так много людей, спешащих на встрече, Цзя Тиньлун и остальным железным стражникам пришлось приложить огромные усилия, чтобы наконец прибыть к входу в отдел. Глядя на главное управление своего самого ненавистного врага, командир Цзя был еще озадачен величием отдела. Он чувствовал, главный зал его банды одичавшего волка был ничем иным, как собачьей конурой, по сравнению с этим местом. Он смотрел на пустые гектары земли, на верхней части места встречи Солнца, там было достаточно большое количество залов, построенных из песчаника, одно большое здание, сопровождаемое 6 маленькими. Тусклого света факелов было недостаточно, чтобы полностью увидеть детали зданий в темноте ночи, но внушительность и величественность песчаной залы все же поразила членов банды одичавшего волка и другие мелкие секты. Нападавшие не сразу начали свою атаку, а окружили песчаную залу, не оставляя места и мухи. Действительно, наш противник — это секта, которая существует уже более 200 лет. Этот уровень достатка просто не может быть достигнут кланами и сектами, которые существовали только 10 лет. Как роскошно! Цзя Тиньлун воскликнул про себя. Он уже решил, что после того, как секта Семи Тайн будет ликвидирована, он бы сразу переместится в главный медный зал и назовет его центром командования. Такое величественное здание будет только на пользу для его статуса.
Цзятинь-Лун взглянул на вход черного главного зала. Осмотрев свое окружение, он медленно поднял правую руку в воздух. В тот момент тишина наступила среди людей, находившихся в месте встречи солнца, взгляды толпы обратились к Цзятинь-Лун. Они знали, что как только рука качнется вниз, это будет сигналом начала атаки. «Подожди!» Вдруг холодный голос донесся из главного зала. «Пада!» Пада, волна шагов, раздающаяся изнутри, как становилось все яснее и яснее. Наконец, появился мужчина средних лет в белых одеждах. Он имел деревянную шпильку, и у него на теле был длинный меч в белых ножнах. Лицо его было несравненно бледным, но его глаза были яркими. Куда бы он ни глянул, те, кто встречал его взгляд, чувствовали, словно острые мечи врезались в их сердце, заставляя их дрожать, несмотря на теплый воздух. Почти покинув зал, он остановился в 10 метрах, медленно созерцая толпу, стоящую перед ним, без тени страха в глазах. Наконец, его взгляд приземлился на правую руку Цзятинь-Лун, которая была поднята в воздух. Его взгляд переместился с правой руки на лицо Цзятинь-Лун. Цзятинь-Лун, этот немолодой мужчина, выкрикнул имя командира Цзя. Ван Цзюэчу, не желая показаться слабаком, Цзятинь-Лун также выкрикнул имя своего противника. Кстати говоря, это первый раз, когда мы встретились лицом к лицу, как представители противоборствующих сторон. «Уважаемый лидер секты Ван», Цзятинь-Лун сказал неторопливым тоном, на его губах был след насмешливой улыбки. Он медленно убрал правую руку из воздуха. Ван Цзюэчу бесстрастно смотрел на Цзятинь-Лун, ничего не говоря. Атмосфера становилась все более напряженной. Лидер секты Ван пришел в это место, быть может, вы хотите сдаться. Улыбаясь, Цзятинь-Лун задал этот вопрос с ноткой насмешки. Вы правы. Я хотел обсудить с вами вопросы касательно капитуляции. Лидер секты Семи Тайн, Ван Цзюэчу, ответил ледяным голосом, похожим на скульптуру из холодного снега. Глава 83. Огромный подводный камень. Вы действительно хотите сдаться? Цзятинь-Лун немного удивился. Сдаться так сдаться. Однако сдаться кому? Это еще не решено. Говоря это медленно, лидер секты Ван прищурил глаза и сознательно поднес руку к рукояти меча. В чем смысл ваших слов? Лицо Цзятинь-Лун напряглось, но вскоре он махнул рукой, сигнализируя своим людям окружить лидера секты Ван. Немедленно его железная гвардия бросилась вперед из-за его спины и окружила Ван Цзюэчу полукругом. В это же время они достали мощные арбалеты. Со вспышками зеленого света железные воины направили свои стрелы на него. Казалось, что с одной командой Цзятинь-Лун они обрушат на Ван Цзюэчу град стрел, не задумываясь. Вы считаете, что только потому, что мы поставили более слабых бойцов на месте встречи Солнца, мы никогда не предвидели внешнего вражеского нашествия и, следовательно, будем не способны сопротивляться? Голос лидера секты Вана был несколько угрожающим и зловещим, он, казалось, не обращал внимания на арбалеты. Услышав эти слова, Цзятинь-Лун немного насторожился. Он предчувствовал опасность. Он не прерывал слова лидера секты Ван, и вместо того, он стоял с по-прежнему мрачным выражением на лице. Цзятинь-Лун хотел услышать, что его враг в конечном итоге хочет сказать. Тот, кто перешел из секты в это место, никто иной, как лидер секты 7-го поколения, лидер секты Ли. Он не только человек большого мастерства и стратегии, он также и эксперт в области строительства и техники. Он был назван главным гением своего поколения. Сказав это, лидер секты Ван остановился, выражая восхищение. Он открыл рот и продолжил. Секта лидера Ли выбрала место встречи Солнца как главный зал секты. На то были две причины для этого. Одна из причин заключается в том, что вершина горы — это опасно. Потому что ее легко охранять и сложно атаковать, это исключительно выгодное оборонительное расположение. Вторая причина заключается в том, что в центре этой горной вершины лежит огромная пещера сталактитов. Эта пещера является прекрасной и ни с чем не сравнимой.
Она занимает почти 2/3 места встречи Солнца. Увидев это чудо, лидер секты решил использовать это место, и он превратил всю вершину горы в огромный естественный подводный камень. Если находящиеся там люди активируют механизм, вся вершина горы сразу же рухнет, похоронив всех. После того, как лидер секты Ван закончил говорить, он замолчал. Он обвел холодным взглядом толпу перед ним с взглядом, который можно было бы использовать, смотря на труп. После того, как Цзя Тиньлун услышал это, он стоял в изумлении. Он, естественно, не поверил на словах оппозиции, но спустя несколько мгновений он не знал, как он будет опровергать грозные слова лидера секты Ван. Остальные на горе отчетливо услышали эти слова. Все они невольно забеспокоились и стали тихо говорить об этом. Несколько умников даже начали медленно приближаться к единственной дороге с горы. Они были готовы бешено помчаться с горы в момент, когда что-то пойдет не так. Тишина. Кто дернется, будет нещадно убит. Цзя Тиньлун быстро вернул себе самообладание. Видя, как его люди бесчинствуют, он не мог не раздражаться. Он знал, что если он сразу не положить конец их беспокойству, ситуацию будет намного сложнее контролировать. Он долго не думал и громко издал строжайший приказ. Указом Цзя Тиньлун была также казнь от рук его верных подчиненных. После того, как они обезглавили несколько трусов, которые пытались спастись, остальные были запуганы и подавлены, их рев прекратился. Однако Цзя Тиньлун понял, что это спокойствие было лишь поверхностным и временным. Если он не может подтвердить, что слова оппонента были ложью, независимо от того, какой банде или фракции людей он принадлежал, все они не будут чувствовать себя в своей тарелке. Он опасался, что этот слух распространится и приведет их в бегство. Вы не можете убедить нас, что ваши слова верны лишь на основании того, что ты сказал им. Цзя Тиньлун всячески сдерживал гнев, намереваясь лично разоблачить лидера секты Ванга. Конечно, нет. У меня есть много доказательств. Просто останьтесь здесь и посмотрите их для себя. Независимо от того, услышали ли вы меня или нет, если кто-то увидит мое доказательство и попытается сбежать или, возможно, продолжит свои нападки, я активирую механизм и прикончу нас всех. Слова Ван Цзюэчу были наполнены желанием убивать, его грозные намерения, несомненно, были выявлены. Цзя Тиньлун внимательно выслушал слова противника, пытаясь найти какую-то ошибку или пробел в его душевном состоянии. К сожалению, лицо Ван Цзюэчу было насквозь ледяным. Не было заметно ни признаков лжи, ни малейшей ложной уверенности. Цзя Тиньлун не мог не роптать про себя. Только не говори себе, что слова лидера секты Ван не обман, а реальный способ уничтожить кого-либо на высшем уровне, в том числе секту. Активировать второй механизм. Ван Цзюэчу вдруг повернул голову в зал и громко скомандовал. Затем он повернул голову в сторону и начал пялиться в небольшой каменный зал, больше не обращая внимания на Цзя Тиньлун. Видя, что его противник смотрел на него сверху вниз таким образом, Цзя Тиньлун не мог не злиться. С большим трудом он подавил в себе гнев. Пока доказательства противника не удовлетворяли его, он хотел немедленно отдать приказ поставить этого лидера секты Ван на место. Однако странный взгляд Ван Цзюэчу в каменный зал привлек внимание членов банды одичавшего волка. Они не могли также не обратить свои взгляды в зал. Члены банды одичавшего волка беспокоились. Никто из них не заметил двух людей в одежде секты разрушенной воды, которые шептались, опустив головы. «Ханьли, ты думаешь, что сказал наш лидер секты, было правдой? Не говори мне, что эта огромная установка в месте встречи Солнца была действительно бессмысленной. Я приезжал сюда несколько раз и никогда ничего не замечал в этом месте. Может ли быть, что лидер секты Ван пытается обмануть их для того, чтобы тянуть время? Может быть». Молодой человек разговаривал с молчаливым собеседником в гуще толпы, обсуждая наступление. Казалось, у них были большие сомнения относительно объяснений Ван Цзюэчу. Эти два человека не были свидетелями, но были на самом деле Хань Ли и Ли Фэю, которые пришли к резиденции старейшины Ли в маскировке.
Глава 84. Великая битва. Раньше Хань Ли боялся, что ученики секты разрушенной воды побегут предупреждать других врагов, и ему придется лично вмешаться. Используя технику движущихся дымовых шагов и технику гравитационных полетов одновременно, он с легкостью убил всех врагов в короткий промежуток времени. Ли Фэю, который думал о продолжении своей атаки, был ошарашен. Только тогда он осознал истинную силу Хань Ли. Оправившись после полубессознательного состояния, Ли Фэю был в шоке, что Хань Ли мог обладать таким удивительным мастерством. Боевой доблестью Хань Ли был результат культивации искусства меча. Эти мысли заставили его паниковать, когда он шагнул на арену и тут же нарушить свою собственную внутреннюю силу, жалея, что у него нет таких знаний в искусстве меча. К счастью, он знал горькую правду, вне зависимости от времени или способностей, для него было слишком поздно переключаться на другое искусство меча. Далее вниз по дороге Ли Фэю страдал от горя и тяжело завидовал счастливому ублюдку Хань Ли, который смог постигнуть столь ужасающий навык. Хань Ли не был в настроении, чтобы понять подавленное состояние своего доброго друга. Вместо этого он начал безжалостно убивать всех врагов на пути, намереваясь раскрыть свою истинную силу. Все враги, которые встречали странную технику Хань Ли, были не в состоянии выдержать ни одного удара. Все они погибли, и даже высокопоставленные эксперты не были исключением. С помощью техники Хань Ли они легко добрались до резиденции старейшины Ли и увиделись с Ма Жун. Они получили известие от Ма Жун, что старейшина Ли и Чжан Сюэр уже были на месте встречи Солнца. Услышав эту прискорбную новость, лицо Ли Фэю позеленело. Он знал, что на данный момент место встречи Солнца — очень опасное место. Чжан Сюэр, входя в эту область, входила в ворота ада. При отсутствии лучшего варианта, двое из них обсудили это и вышли из резиденции старейшины Ли, поспешно направляясь в сторону места встречи Солнца. Но после их ухода случился небольшой инцидент. Когда они собирались уходить, отвратительный жирный, доверенный помощник лидера секты Ван вывел командный медальон и грозно приказал им остаться, иначе он расправится с ними по правилам секты. В это время Ли Фэю был очень нетерпеливым, так как он был обеспокоен только безопасностью Чжан Сюэр. Ему было наплевать на правила секты, поэтому он поднял руку и толкнул толстяка на землю. Затем он приказал своим подчиненным продолжать защищать всех, а он и Хань Ли повернулись и быстро ушли. Когда они были в непосредственной близости от места встречи, они испугались огромного числа врагов. Зная, что невозможно идти вперед, Хань Ли и Ли Фэю обсуждали это друг с другом и придумали гениальный план. Они убили двух учеников секты разрушенной воды и переоделись в их одежду. Затем они воспользовались темным небом и смятением толпы, чтобы незаметно смешаться с теми, кто собирался напасть на гору, следуя за потоком движения к месту встречи Солнца. Хань Ли и Ли Фэю слышали все, что сказал лидер секты Ван. Так как тело кривой души было слишком заметным, они нашли участок в нижней части горы, где они могли бы его спрятать, и оставили его там. Услышав о том, что место встречи Солнца было таким смертельным козырем, который позволит секте погибнуть со своими врагами, Ли Фэю не мог скрыть свои сомнения и начал неоднократно задавать вопрос Хань Ли, надеясь, что его хороший друг сможет его удостоверить. Независимо от того, правда это или нет, главное для нас сейчас быстро войти в главный зал, встретиться с твоей юной возлюбленной и тайно смыться. Ты должен знать, что независимо от того, является ли информация подлинной или нет, оставаться здесь слишком опасно. Хань Ли, наконец, ответил тихим голосом. Все это верно, но под наблюдением толпы, как можно идти незаметно? Ли Фэю спросил с озабоченным выражением на лице, опустив голову. Вздох. Мы можем только ждать возникновения каких-либо возможностей позже. Хань Ли тоже чувствовал себя довольно беспомощным. Как только двое скрылись в задней части толпы, она начала волноваться, земля под ногами вдруг задрожала. Сначала это был просто небольшой тремор, но впоследствии он стал очень сильным. Многие люди не смогли устоять и стали падать один за другим на землю.
После этого несколько горных валунов начали катиться вниз. Нехорошо. Вершина горы находится на грани краха. Лидер секты Ван хочет убить нас вместе с собой. Какой-то безрассудный человек в группе кричал в панике. Когда люди услышали это, большинство из них стали еще больше паниковать. Некоторые даже игнорировали предупреждение Ван Цзюэчуй и судорожно попытались скрыться в сторону перекрестка дороги в попытке бежать на вершину горы. Бум, грохот взрывов раздавался, и окрестности начали разрушаться. Земля дрожала еще сильнее. Услышав громкие звуки, все думали, что это было началом развала вершины горы. В этот момент Цзя Тиньлун был встревожен и взбешен. Хотя он был в сопровождении верного железного стража, он был в недоумении, не зная, что делать. Он не мог не смотреть в сторону монаха Золотого Света. Цзя Тиньлун улыбнулся после того, как он ясно увидел выражение паники на лице монаха Золотого Света. Этот человек также был не в состоянии защитить себя, первоначальное восхищение Цзя Тиньлун уменьшилось. Хе-хе. А я думал, что люди из банды одичавшего волка все бесстрашные герои. Выходит, вы все толпа. В этот момент Ван Цзюэчу вдруг осмеял их. Несмотря на путаницу на встрече, слова Ван Цзюэчу донеслись до всех ушей, что явно было вызвано чистым мастерством. После его слов земля чудесным образом перестала дрожать. Это было, как будто вершина горы подавила свой гнев в секунду, восстановив былое спокойствие. В этот момент толпа обнаружила, что небольшой каменный зал исчез без следа, оставив после себя удивительно большое отверстие. Несколько смелых людей сделали 2 шага вперед и посмотрели вниз с края. Они не могли не вздохнуть при виде большой черной дыры. Поскольку невозможно было увидеть дно ямы, они знали, что ее глубина была непостижимой. Командир Цзя, может ли это считаться доказательством того, что я сказал правду? Холодно спросил Ван Цзюэчу. Лицо Цзя Тиньлун слегка побледнело. Он не сразу ответил, вместо этого он оглядел окрестности. Только чтобы увидеть, что все рядом с ним были в панике и с неопределенными выражениями на лицах. Помимо рядовых членов банды и членов других банд, даже железная стража на его стороне выглядела испуганно. Оглядываясь назад, Цзя Тиньлун понял, что он не смог бы достичь своей цели полностью уничтожить секту Семи Тайн в одну ночь. Казалось, он должен был отступить и внимательно еще раз рассмотреть данный вопрос до принятия решения. Какими бы ни были ваши условия, вы можете высказать их, но вы должны быть хорошо осведомлены о ситуации. Даже если это так, мы оба связаны, так что не переборщите. Воскликнул он, не готовый согласиться с текущим результатом. Когда он повернул голову, в его глазах виднелась ярость. Глава 85. Кровавая битва, смертельный договор. У меня только 2 условия, и они просты, бесстрастно сказал Ван Цзюэчу. Во-первых, ваши люди должны эвакуироваться за пределами сферы влияния моей секты, и они должны сделать это группами под руководством учеников моей секты. Его тон стал заметно холодней. Конечно, это не проблема, Цзя Тиньлун ответил без колебаний. Видя, что его противник ответил так твердо, Ван Цзюэчу холодно засмеялся и прямо сказал Цзя Тиньлун свое второе условие. Во-вторых, вы и я должны заключить смертельный договор и сражаться на дуэли, прежде чем вы все сможете уйти. Контракт на смерть. Ты серьезно? Он сошел с ума. Ван Цзюэчу изрек это, как приговор, это вызвало огромный шум в толпе. Все те, кто услышал приговор, стояли с разнообразными выражениями на лицах. Некоторые были рады, некоторые были бледны, а некоторые хотели увидеть исход дуэли. Выслушав условия лидера секты Вана, выражение Цзя Тиньлун изменилось, прежде чем быстро вернулось в нормальное состояние. Правильно ли я расслышал? Нам обоим следует подписать контракт на смерть и сражаться, пока не останется лишь один выживший. После своего, казалось бы, беспечного вопроса, Цзя Тиньлун разразился смехом. Нет, ваш слух в порядке. Это долг крови для вице-лидера секты Ву и других погибших.
Таким образом, у меня нет выбора, кроме как предложить это. Контракт на смерть между мной и вами, сухо заявил Ван Цзюэчу, глядя прямо в глаза Цзя Тиньлун с рукой на мече. Цзя Тиньлун засмеялся, но не дал незамедлительного ответа. Его глаза вспыхнули, когда он задумался. Оказалось, что он не может относиться к этому всерьез и будет способен ответить только после глубокого размышления. Голоса вспыхивали в обсуждении среди толпы. Даже сдержанный Хань Ли не мог больше терпеть и решил задать вопрос Ли Фэю, который стоял рядом. Что такое смертельный договор? Кажется, это что-то невероятное. Что? Ты даже не знаешь о смертельных договорах. Это слишком непостижимо. Из всех способов урегулирования споров Цзянху это, безусловно, самый известный и кровавый способ. Ошеломленный, Ли Фэю с изумлением объяснил с выражением лица, как будто он встретил призрака. «Молчи. Ты должен знать, что я едва ничего знаю, кроме долины руки Бога, и совершенно не заинтересован в вопросах относительно Цзянху. Неужели это настолько странно?» Хань Ли ответил вполголоса, казалось, в плохом расположении духа. «Право, правда, я почти забыл», Ли Фэю растерянно почесал затылок. Контракт смерти часто используется для двух сторон, которые имеют большую ненависть и вражду по отношению друг к другу. Перед битвой они подпишут заявление жизни-смерти, заявив, что после того, как они вступают в бой, они будут драться, пока не останется только один выживший. Если кто-то остановится на полпути, это не только испортит его репутацию, но и в целом Цзянху будет иметь право убить его. Потому что все люди Цзянху считают, что контракты смерти чрезвычайно священное дело, те, кто испортит суть этого договора, будут уничтожены в назидание другим. Более того, большинство из этих сражений проходят на аренах, где люди часто дрались до смерти и, соответственно, являются еще более кровавыми и жестокими, чем обычно. В последние годы количество людей, использующих этот метод, чтобы разрешить свои споры, уменьшилось. Ли Фэю медленно и подробно объяснил. Выслушав объяснение, Хань Ли нахмурил брови, он понял истинный смысл договоров смерти. Он, казалось, не одобрял решение лидера секты Ван заключить договор смерти с Цзя Тиньлун. С его точки зрения, это может закончиться только с одним мертвым и одним тяжело раненым. Но также концовки может и не быть вовсе. Лидер секты Ван позволит врагу уйти свободно или просто убьет врага сразу, избавляя себя от всех этих ненужных неприятностей. Хорошо, я согласен. Давайте заключать договор смерти. После повторного обсуждения взгляд Цзя Тиньлуня бродил по фигуре монаха золотого света. Затем он принял окончательное решение. Поскольку противник Цзя Тиньлуня хотел использовать это как предлог, чтобы убить его, разве это не хорошая возможность для него, чтобы удалить главного секты Семи Тайн? Цзя Тиньлун догадывался, о чем Ван думал Цзюэчу. Он явно ждал поддержки от его 3 скрытых бойцов. Но как жаль, ведь он уже знал об их существовании через доклады своих разведчиков и уже готовил против них контрмеры. С бессмертным культиватором и его методами летающих мечей его шансы на победу в бою были наверняка выше 90%. Если у него будет возможность убить Ван Цзюэчу, а также остальных экспертов из секты Семи Тайн, неважно, чего это будет стоить. Даже если его атака не удастся в этот раз, нет причин для беспокойства, потому что когда он нападет в следующий раз, у секты Семи Тайн больше не останется никаких сил, чтобы сопротивляться. Таким образом, это стало причиной того, почему осторожный Цзя Тиньлун сейчас решил пойти на такой риск и согласился подписать договор смерти. Лидер секты Ван. В соответствии с правилами договора смерти, вы должны выбрать время и место битвы. Я не против, но судя по количеству бойцов и приемам боя, выбирать должен я, не так ли? На лице Цзя Тиньлун появилась загадочная улыбка. «ХММ. Вы правы», — Ван Цзюэчу ответил как-то неохотно. «Хорошо, тогда. Я хочу, чтобы количество борющихся людей было 150 человек с каждой стороны в королевском сражении, без распинаний», Цзя Тиньлун напрямую заявил о своей просьбе. 50 человек.
Королевская битва. Холодное лицо лидера секты Ванга выявило намек на удивление. Контракт на смерть позволяет нескольким людям принять участие, чтобы предотвратить истощение одной из сторон. Однако количество в 20 или 30 человек уже считалось чрезмерным, и предложенный Цзятинь-Лунем метод битвы-сражения используется редко в сравнении со сражением 1 на 1. Однако, поскольку Ван Цзюэчу сам запросил контракт смертной битвы, он никак не мог взять свои слова обратно. Кроме того, он был очень уверен в боевой доблести своих 3 старших бойцов. Даже если это была королевская битва, победа, несомненно, была на его стороне. Кроме того, пока у него есть возможность убить Цзятинь-Лун, неважно, какую цену ему придется заплатить. Когда он убьет Цзятинь-Луня, он был уверен, что остальные силы сразу же начнут бороться за право стать следующим лидером банды, в результате чего банда разделится на различные группы в соперничестве в борьбе за власть и авторитет. Они бы больше не будут угрозой для секты Семи Тайн Ван Цзюэчу. Размышляя об этом, лидер секты Ван кивнул головой, соглашаясь на просьбу своего соперника. «Мужчины, идите, готовьте арену и договор смерти». Ван Цзюэчу скомандовал строгим голосом людям, стоящим за ним.